Привет, друзья! Вы на канале Easy to Install. Сегодня опять видео в стиле неформат. Мы будем изготавливать светодиодную контрольку по просьбе подписчиков. Для этого нам потребуется паяльник, разъем для прикуривателя от какого-нибудь старого девайса, два светодиода, желательно разного цвета, три небольшие батарейки по 1,5 вольта, концевик провода типа крокодил, швейная игла, кусок провода и припой, чтобы это все спаять. Итак, начнем. Разбираем старенький разъемчик. Достаем все, что там есть. Там есть пружинка, предохранитель. Здесь есть. Так, для того, чтобы определиться, куда будем светодиоды вставлять, я пробую, как мы будем пользоваться. Скорее всего, вот так будет удобней. Да, то есть будем сюда вот два диода вставлять и припаивать. Так, открутили болтик с гаечкой. Он расслаивается на две части. Так, в данном устройстве нам уже не понадобятся минусовые клеммы, потому как они уже нам не нужны. Снимаем их совсем. Так, затем плюсовую оставляем на месте. И у нас вот здесь будут находиться батарейки. Скручиваем разъем, чтобы он у нас держался. Берем подходящее сверлышко и немножечко делаем его шире. Удаляем изнутри перегородочки для того, чтобы у нас поместились батарейки. Включаем паяльник и подготовим здесь провод, чтобы он лежал красиво. Расширим немножко отверстие для того, чтобы мог пройти провод. Вот. Просовываем туда провод. Вот он плотненько у нас здесь сидит. Так, теперь займемся диодами. Так как мы разобрались, что диоды у нас будут находиться с этой стороны, размечаем, куда они у нас придут. Так, два диодика. Вот здесь. Просверливаем отверстие.
так у нас здесь будут диодики. Так, диодики нам нужно спаять встречно-параллельно. Встречно-параллельно — это значит анод к катод к аноду. Взаимно. А на диодах ножки отмечены разной длиной, для того, чтобы не путаться. И вот чтобы вам даже не задумываться о том, где анод и где катод, длинную ножку короткой припаиваем и здесь короткую к длинной. Вставляем диоды так, как нам требуется. Можно их там подклеить таким образом. Так, теперь соединяем ножки. Так, припаиваем их друг к другу. Так, топим поглубже, чтобы у нас не было касания к батарейкам и другим токоведущим частям. Берем резистор. Я забыл сказать о нем в самом начале. Ну, примерно около 3 кОм будет достаточно. И припаиваем его на одну сторону. На диоды. Так, и отводим в сторону. Так, чтобы ничего не замыкало. Провод, который мы протянули, нужно припаять к резистору. Припаиваем проводничок к нашей площадке. И вставляем эту площадочку на свое место. Теперь нужно проложить изолирующим материалом контакты выводов диодов. И батарейки у нас достаточно маленькие, их не очень удобно ставить, поэтому
рекомендую их для надежности скрепить изолентой немножко, чтобы обездвижить их друг относительно друга. Вот они и здесь пытаются разбежаться. Так, вот так вот. Получается как бы самодельная батарейка. И обрезаем излишки. Вот такой элемент получается. Так, теперь этот элемент нужно положить. Плюс батарейки будет на площадку. Собираем корпус на место. Так, теперь берем одну из швейных игл. Обычные швейные иглы. Возьмем вот эту, которая чуть потолще. Так. Откусываем у нее острый кончик. Иглы обычно каленые, поэтому ломаются легко. И припаиваем этот кончик к нашему наконечнику. Так. Залуживаем аккуратненько. Здесь припоя лучше не жалеть, должна образоваться достаточно крупная капля. Затем лудим иголку. И припаиваем ее на свое место. Так, наконечник очень горячий. Он должен остыть. И проверяем. У нас горит зеленый цвет. Так, и на эту сторону провода крепим крокодил.
Находим провод. И припаиваем его. Вот у нас получается минус. Если мы подключим к батарейке, например, на 12 вольт, вот эта батарейка на 12 вольт, здесь идет минус, а здесь плюс. Если мы подключаем, видно, что работает, определяет плюс. Если наоборот, то минус. И также минус определяет, если на массу. Вот обратная полярность. Вот масса. Вот плюс. Все, можно пользоваться. Параллельно диодом можно подключить зуммер. На Алиэкспресс он тоже продается. Если подключить зуммер в одном положении, там есть плюс и минус. Если подключить в одном положении, он будет пищать при плюсовом. Если наоборот, то он будет пищать при замыкании на массу. Ну вот и все. Надеюсь, видео было полезным для вас. Если вам понравилось, ставьте лайк, поделитесь с друзьями, подписывайтесь на канал. Всем всего самого наилучшего. Удачи!